Всем привет! Это «Взгляд с трибуны», и сегодня я отправляюсь в граундхопперский вояж по северу Италии. Стартует эта поездка из Милана, и за 3 дня я планирую посетить матчи в Бреши, Вероне и одном из пригородов Милана, в городе Монза. Это будут матчи как серии А, так и серии Б. Ну и небольшая история о том, как я в принципе здесь оказался. В Британии есть такой сервис, который называется Secret Match Day. Суть этого сервиса в следующем. Ты платишь деньги и выбираешь уикенд, в который ты хочешь сходить на футбол. А сотрудники компании уже подбирают тебе билеты на самолет и билеты на стадион в одном из городов Европы. Услуги этого сервиса мне подарили на день рождения. И когда я увидел, что мне выпал матч Монза-Аталанта, я подумал, что зачем мне зря терять еще пару свободных дней. Лучше, конечно же, пробить как можно больше стадионов. И так буквально за пару дней я накидал себе маршрут. И прямо сейчас пытаюсь уехать из Милана в Брешу. Я говорю пытаюсь, потому что что-то сегодня в Милане какой-то тотальный хаос с железными дорогами. Поезда из аэропорта не ходят. Приходится пользоваться автобусами, там какие-то безумные очереди. Я уже пропустил пару поездов, которые меня могли бы привести прямиком к началу матча. Так что в лучшем случае я окажусь на игре Бреша-Тернана только ко второму тайму. В общем, очень надеюсь, что в любом случае стадион я пробью и атмосферу его я смогу увидеть. Ну и вы тоже заранее запасайтесь попкорном, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если еще этого не сделали. Ссылка в описании видео, вот вам QR-код для этого. В общем, погнали, нас ждет Бреша, нас ждет Верона, нас ждет отличный футбольный уикенд в Италии. Будет интересно. Ну что, в матче уже перерыв идет. Я приехал к стадиону. Сейчас бегу на всех парах. Очень хочется успеть хотя бы на второй тайм. Что я боюсь, что турникеты могут закрыть, и тогда вообще будет облом с этим матчем. Ну что, успех. Я внутри. Вот моя трибуна. Сейчас пойдем наверх. Тут же под трибунка. Посмотрим сначала, чем здесь торгуют в перерыве. Ну и насладимся вторым таймом матча. Не сомневаюсь, что будет огонь, так что если вы еще лайк не поставили, обязательно это делайте. Так, ну что, в баре есть пиво. Пиво Ичнуса с итальянского острова Сардинья. Стоит вроде как по прайс-листу 5,5, но по факту 5 евро. Ну и мне кажется, я полностью его заслужил тем, как я сейчас бежал на стадион. И всем cheers. Бонжорно, Италия. Ну что еще здесь есть? Здесь есть Кока-кола, Фанта, Спрайт. Все это идет по 4,5 евро. Можно съесть хот-дог за 4 евро. Есть фокаччо, 5 стоит. Конечно же, мы в Италии. Здесь есть Киндер Буэно, 2,5 евро. Ну и есть попкорн, жвачка, карамель. В общем, много разного. До начала второго тайма есть еще несколько минут, так что можно сейчас отдышаться, остыть, ну и пойти проникаться духом итальянского футбола. Ну и я на секторе. В отличие от Англии, от высших дивизионов, сюда можно с бокалом проходить. Так что буду наслаждаться суппортом Курва Норда и всего остального фан-движа Бреши под бокал пенного. В принципе, вроде как есть чем насладиться.
вообще, конечно, по впечатлениям болельщиков, гостей вообще не видно, не слышно. Но их и приехал сюда всего лишь от силы, не знаю, человек 30. Ведут себя очень тихо, а в то время как Курва Норд, то есть заворотка Бреши, очень классно, очень бодро поддерживает свою команду. Домашние матчи Бреша играет на стадионе Марио Ригамонти, вмещающем 19,5 тысяч зрителей, ну и построенном в 1959 году. Ну и, конечно, навскидку сегодня здесь не так уж и много зрителей. Та трибуна, на которой я нахожусь сейчас, заполнена процентов на 60. Курва Норд заполнена прилично, процентов на 80. Ну, а все, что я вижу напротив, ну, там абсолютные пустоты, гостевая заворотка, я уже это сказал, человек 30. Ну и центральная, я так понимаю, VIP-трибуна, ну, тоже, наверное, процентов на 15 забилась. Официальные цифры я посмотрю после матча, ну и вы их сейчас видите в углу экрана. Если честно, вот даже такая низкая заполняемость не мешает фанатам устраивать здесь очень даже достойную атмосферу. Сейчас очень даже бодро поют фанаты Бреши. Ну и раз уж мы заговорили о фанатах, главными такими самыми принципиальными соперниками Бреши являются фаны Аталанты из Бергама, на матч, который я пойду завтра, и Элас Верона, на матч которых я пойду буквально через 5 часов. Собственно, получится, я пробью стадионы двух таких довольно-таки принципиальных соперников, Бреша, Верона. Но тем и интересен итальянский футбол. Здесь очень много команд, находящихся в шаговой доступности друг от друга, скованных такими узами довольно-таки напряженного противостояния. Я не сомневаюсь, что тот матч, который я сегодня буду смотреть, будет тоже довольно-таки огненным, и атмосфера там будет то, что надо. Футбольный клуб Бреша Кальчио был основан в 1911 году, и за свою более чем вековую историю похвастаться какими-то особыми достижениями не может. Команда несколько раз выигрывала серию Б, доходила до финала Кубка Интертото в 2001 году. Ну и на этом все. Но лично для меня этот клуб примечателен в первую очередь тем, что именно здесь завершал свою карьеру, как по мне, так самый лучший, самый легендарный футболист в истории мирового футбола. Речь о Роберто Баджо, легендарном хвостике. До сих пор помню футбольный клуб начала нулевых, как раз его в вот этой форме Бреши с галочкой, как он там забивал через себя, я помню, как он проходил через травмы, но тем не менее завоевывал любовь фанатов, вот как раз любовь Курва Норд. И вот для меня с тех пор Бреша вот как-то отложилась в сердце именно как вот команда, в которой Роберто Баджо провел последние дни своей футбольной карьеры. В те годы Бреша выступала в серии А, сейчас же она выступает эшелоном ниже, это такой середняк серии Б. В принципе, в нынешнем сезоне есть шансы побороться за стыки, но, конечно, нужно постараться, до конца не так много туров, а команда на данный момент все-таки находится за зоной плей-офф. Но до плей-офф, до стыков всего лишь несколько очков, так что все возможно. А вот сейчас что-то интересное, помимо Курва Норд, где-то вот здесь, в самом центре центральной трибуны, тоже начали петь, заряжать. Народ, совершенно не связанный с зарядами Курва Норд, песни поет. Что это за разделение на трибунах Бреши, я честно не знаю. Я немножко далек от мира итальянского футбола и итальянских фанатов. Но вот факт есть факт. Разные трибуны здесь заряжают что-то на свой манер.
Вообще, конечно, честно, по кайфу. Вот прям такая атмосфера, прям вот огонь. Люди, несмотря на то, что даже не забивают стадион, при этом вот от души болеют. Здесь эмоции, здесь отличный суппорт. То есть вот все, чего я ожидал от итальянского футбола, здесь в Бреши я точно получаю. И я надеюсь, что это только начало, и дальше будет только круче. Все, финальный свисток, счет 0-0. Но вот то, что я увидел во втором тайме, очень даже было бодро. И суппорт прям вот отличный, мне понравился. Ну, я думаю, со стадионом Бреши я буду прощаться. Сейчас заскочу в магазин, если он работает. Ну и поеду в Верону, где меня ждет второй матч сегодняшнего дня. Будет интересно, никуда не переключайтесь. Лайки, главное, ставить не забывайте. Так, ну и время магазина. Вот официальный магазин на другой стороне стадиона, конечно же. Небольшой бутик. Ну, кстати, я смотрел, вроде в центре города тоже есть несколько фан-шопов. Внутри, конечно же, есть форма домашняя, гостевая. Играет Бреша в Капа. Только цен что-то не вижу. Есть шарфы. Вот такие маскоты для детей, я так понимаю, игрушки. Есть какая-то одежда повседневная. Пара вымпелов, тапочки. Ну и что самое главное, на кассе есть пины. Вот такой значок Бреши стоит 5 евро. Ну, кстати, довольно-таки дорого по меркам, в принципе, не элитного дивизиона Европы. Ну да ладно. Главное, что он теперь у меня есть в коллекции. И теперь можно смело прощаться со стадионом. И здесь, возле магазина, я встретил изображение великого хвостика Роберто Баджо. Роберто заканчивал здесь карьеру, и сейчас я тоже, наконец-то, могу прикоснуться к великому легендарному хвостику. Это просто кайф. Ставьте лайки, если тоже обожали Роберто Баджо как игрока, если тоже восхищались его талантом. Вот, как по мне, еще раз повторюсь, это просто лучший игрок в истории мирового футбола.